Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что в этот вечер вы тоже решили пошуметь. И это просто прекрасно, что у нас складывается такая очень здоровская компания, которая по-настоящему следит за новостями и в самый сок, самые важные мысли готова продуцировать в комментариях. И шуметь не про информационный шум, а о том, как мы живем и как прожили тот или иной день и в каких процессах находимся. Мне очень приятно, что проект «Шум» вам нравится, что вы его, ну, так сказать, поддерживаете лично, поддерживаете публично, ставите лайк, пишите комментарий. И самая любимая часть шума лично моя, потому что обычно какой-то трэш в новостях происходит, и это нужно обдумывать плюс-минус здраво. Но самое любимое это, конечно, наша игра в города. Я очень рад и благодарен за то, что вы тоже в эти города, ну, так сказать, играете. Это прямой эфир. У нас сейчас на часах 22:04. Обещаю, не будет слишком затянуто, потому что многие пишут, а вот долго шумишь, Шелест. Ну, давайте покороче, как угодно. Вообще напишите, как вам шум и как относитесь, да, к такому формату. Это всегда очень приятно и полезно читать, да, чтобы понимать, да, как вам то или иное заходит, не заходит. Ну и в принципе, да, что думаете о происходящем? Ведь шум создан для того, чтобы вы могли в комментариях честно, четко высказать свою позицию по поводу происходящего. Значит, наша игра в города: Сочи, тут Донецк, Подмосковье, Лейпциг, Шотландия, Полтава, Италия, Швеция смотрит, Люксембург и Прага тоже, и Нарва с нами, наши постоянные зрители. Спасибо большое за то, что Каунас с нами. Здрасте, Харьков тут, а мы здесь. Очень здорово, что вы с нами, Харьков. Дубай на связи, это тоже прекрасно. Привет из Минска, спасибо большое. Буденновск, вот это тоже точка географии, где нас сейчас слышен наш шум. Молдова, Тирасполь, Кипр, Осетия, Хабаровск, Доминикана. Ух, как вам там загорается в Доминикане. Омск на связи, Батуми, Полтава, Сашка, Саня, Санек, Игорь, привет вам в Полтаву, очень приятно и здорово. Сайгон, Вьетнам. И оттуда доносится наш шум. Друзья, как всегда, следим за чатом трансляции. Правила очень простые, но несколько видоизменились, потому что я пытаюсь тоже наладить коммуникацию с вами в плане ответов на вопросы. Клуб зрителей Шелеста, есть закрытый клуб, частный клуб. Оттуда будут звучать вопросы в конце эфира. Конечно, я вот предлагаю заблаговременно тоже писать на предложку в телеграм-канале. В моем телеграм-канале она есть. Это электронный адрес. Если хотите написать заблаговременно вопросы, уже несколько вопросов приходят, предложку, пожалуйста. Это вот будет, так сказать, в финальной части. И, естественно, конечно же, да, QR-код, который видите на экране, если работает этот сервис, милости прошу, врывайтесь на экран со своим мнением, пожеланием, вопросом. Ну и, в принципе, да, напишите как погодка. Также благодарен тем, кто использует функцию, если доступно в вашей стране, а мы видим просто мультинациональное у нас представительство аудитории, то, конечно, используйте суперчат, там тоже есть возможность написать, суперстикеры, большая благодарность и, не знаю, там, в карму вам 1000% или как 1000 юнитов. Спасибо большое за то, что поддерживаете шум наш поздний информационный. С нами Вена, с нами Мюнхен, Марс бачит, Андрей, исследователи, Москва, Воронеж, Туц-Туц, Вега, привет вам, Воронеж, это тоже прекрасно. Архангельск, Россия, всегда интересно альтернативное мнение. Елена, благодарю, это всегда здорово. Привет с Урала, Евгения передает. Запорожье Сити, Хельсинки, Серпухов, Рязань, Нижний Новгород тоже. Луцк с нами, Юрий, вам тоже привет. Старобельск даже на связи. И Ярославль, конечно. Лондон ждет. Ну, раз Лондон ждет, судя по тенденциям, как говорится, то давайте приступим. Чат, спасибо большое за эту игру в города и в географию. И Хорватии, и Одессе большой привет. И Тернополю тоже, файне мисто. У нас Тернополь, Молдогвардейск всегда с вами. Хорошего шума, спасибо. Давайте начнем шуметь вот прям с первого
вопроса, потому что топ-тема и важное, да, вот такое событие на будущее, это как бы определили мы, ну как мы, да, украинская и российская делегация, Россия предлагает четко 2 число июня, это новый раунд Стамбула-2, второй раунд второго раунда Стамбула. Причем не без козней это все происходит, не без заявлений, не без вот этих искр. Об искрах будем прямо сейчас говорить. Вопрос, чего вы ждете от этого 2-го раунда? Варианты ответов. Ничего. Пустое мероприятие будет. Согласованного меморандума. Ну, то есть меморандумы привезут и что-то согласуют. Что-то, может, не согласуют, но что-то должны согласовать. Есть еще вариант прекращения огня. Ну, то есть вот прекращение огня, а дальше будут договариваться, и, в принципе, Россия может на это пойти. Украина это заявляет, что она хочет на это пойти, но вот, как бы последние новости из Германии говорят немного об обратном. Но, тем не менее, заявления заявлениями, как будет. Вы чего ждете? Прекращение огня. Ну и вопрос такой, знаете, абстрактный. Я жду только мира. Вот такой вариант. Да? То есть Стамбул 2, 3, там, 4. Я только жду мира. Голосуйте за этот вариант тоже. Уже 2600 мы голосов получили. В конце подведем итог. И тоже прям очень интересно, как вы проголосуете. Ну и к козням. Козней на самом деле хватало. А все почему? Потому что сегодня Зеленский в Берлине. Он отправляется, ну, зачем хорошим, за деньгами, за вооружением, и делает это, как все понимают, да, для того, чтобы укрепить позиции. Мерц резко оказался большим сторонником Зеленского, они выходили вдвоем, говорили, но давайте вот не с этих начнем вещей, а, наверное, ключик отыщем, ну, вот подобный ключик. А чего они такие, ну, такие хорохорятся? Чего они такие борзые там? Зеленский, Мерц. Ну ладно, Зеленский, у него там стиль, образ, он всегда такой. О стиле образа тоже вам скажу, очень интересное сообщение пишет. В чем дело? Да потому что надо ковать железо, пока горячо. Трамп недоволен. Он то один пост написал, что он с ума сошел, Путин, да, то второй пост написал, что там играет с огнем, вот эти удары по украинским городам. Келлог подливает масло в огонь. Мы вчера в шуме разбирали его фрагмент интервью, выход в эфир Fox News. То есть вот это все, этот фон, вот он продолжает этот фон. Буквально там час назад, как говорится, Трамп проснулся, вот у него начался рабочий день, и он тоже вышел к журналистам и, в принципе, подтвердил своє недовольство. Пане президенте, ви вчора сказали, що Путін грає з вогнем. Якими будуть наслідки для Росії, якщо він продовжить, якщо Росія продовжить? Я не збираюся сказати вам точно, але слова дуже голосно говорять. Ми не задоволені цією ситуацією. Значит, мы недовольны. Там кто-то перевел, мы разочарованы опять, да, то есть Трамп это подтверждает. Вместе с этим проснувшийся Трамп готов к встрече в рамках Путин, Зеленский, ну и Трамп. То есть вот он это сказал. И на вопросы, а много же вопросов было, ну ладно, ты недоволен. Ну ходишь недовольный старик, чего ты делать будешь? И его давят на него. Вот это тоже момент. Сейчас куй железо, пока горячо. Дави, бери тепленького Трампа. Говорит, давай санкции. Журналисты так и говорят, а где санкции? А ему отвечают, он отвечает, что смотрите, ну я еще не решил, что там, как бы, Москва, да, и причем здесь Москва, то есть я еще не решил. Я вот думаю, через 2 недели решу. То есть вот такой был утренний Трамп во всей красе, в своих каких-то, да, вот этих грезах и фантазиях, в таком настроении проснулся, говорит, недоволен, вот, но мы, Госдеп говорит, мы, если что, готовы давить на Российскую Федерацию санкциями, поэтому вот это информационное поле, оно подпитывает Мерца и подпитывает Зеленского. Что касается, ну вот, вообще этой истории с этой датой 2 июня. Ну, по состоянию на сейчас, мы в прямом эфире, Стамбул говорит, окей, вообще не вопрос, Турция, пожалуйста, милости просим, Стамбул всегда двери открыты, знаете, куда ехать, это не так, как Анкара, Стамбул, пожалуйста, мы готовы принять. И вообще с этим посылом
вынужден был, ну вот, не то, что вынужден был, ну вот как официально выходил Лавров. Вот его заявление по поводу того, что Россия назначает переговоры на 2 июня. При поддержке Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Дипломатическая практика. Лавров, предыстория. Там, благодаря посредничеству назвал тех партнеров. Возобновление. То есть, еще раз, идеологически Россия стоит на том, что это Стамбул. Просто продолжение. Стамбул 2, но как бы 2. Новый сезон. Но это тот же Стамбул. В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования. Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Опять, то есть, сейчас мы перейдем к танцам по поводу меморандума, потому что вся эта истерика, да, вот эта вот глобалистическая, она нацелена на что? Чтобы вот сейчас Трамп недоволен, а надо же его еще больше испортить настроение, и надо заявлять, что Россия меморандум не передала. Вот мы, украинцы, мы передали, а Россия не передала. Подчиненная Лаврова Захарова, спикер МИДа российского, уже выходила и с письменным, и текстовым, и с заявлением. Говорит, подождите, мы вот пленных обменяли, да, Лавров сказал, то есть об этом подчеркнул, говорит, смотрите, это вот первый шаг, договорились, исполнили. Дальше, никто не договаривался никому передавать почтовыми голубями вот эти все меморандумы. Что они делают в Америке, непонятно. Келлог вчера говорил, что украинский есть, российского нет. Ну, вчера в эфире Мосейчук говорит по его инсайдам, что и российские есть, но это очень важно. Никто не говорил, что меморандумы будут обмениваться до переговоров, ну, до 2-го раунда. И вот здесь вот это прям читается четко с российской позиции. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе 2-го раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Хотел бы вновь выразить признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах, заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров. То есть, подчеркнуто, стамбульских, прямых, без кого-то еще переговоров. А вообще вот эта дата, она вырисовалась очень интересно. Если вот это мы услышали там прямые такие посылы, то есть уже четкое заявление, всех поблагодарил, партнеры, там, друзья, все понятно. Спасибо там площадке стамбульской, тем более Фидан, мы же вчера об этом говорили тоже, и в частном я записывал, то есть, да, что не просто так едет Фидан, он послезавтра, ну там завтра-послезавтра у него визиты в Киев. То есть он в Киев едет к Сибиге. Об этом уже все знают, это подтвердила турецкая сторона, это не просто сливы. То есть Фидан съездил в Москву, Фидан съездил в Киев, все, приезжают потом 2 июня в Стамбул. Такая логистика. Но шоу какое продемонстрировал Зеленский прежде всего. Вот он на пресс-конференции с Мерцем. Наша сторона з русскими зв'язувалась. Міністр оборони дзвонив. Значит, наша страна с русским, ну, он специально там россиянин, короче, русские у него постоянно, вот эта история, чтобы подчеркнуть, да, с русскими мы связывались. Наш министр обороны Умеров, это глава делегации переговорной группы, звонил Російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. Треба не чекати, напевно, робити більш серйозні кроки. Значит, все ждут русских. То есть вот это вот все представление, что все ждут. А чего ждут? Наш, говорит, Умеров звонил. Выходит Мединский, да, и говорит, слушайте, все было так,
Ну, не так. Ну, вот с точностью-то наоборот. Мединский говорит, звонил я Умерову. Мы там обсудили, все обусловили, сказали так, так и так, наш меморандум готов, мы вам его представляем на следующем раунде, и там же вы можете сесть, ознакомиться, мы как бы расшифруем пункты. Ну, вот таким образом. Соответственно, насколько понятно, да, по протоколу, ну, то же самое должна сделать Украина. То есть это переговоры. Встретились с делегацией, смотрите, вот наш меморандум. Ага, а что это вы тут пишете? Расшифровали. Украинцы говорят, вот наш меморандум. А что это такое? А вот здесь переводчики опять-таки. Ну, это вся история, да, вот этот интертеймент всего происходящего. Но нужно, пока Трамп недоволен, рассказывать, что Россия не хочет вот сейчас. А под шумок денежек, оп, там 5 миллиардиков, раз, и сдаили с немцев. Нормально. То есть это вопрос время, деньги и информационный шум. Сам факт того, что этот, ну скажем так, звонок состоялся, сам факт того, что переговоры будут, косвенно подтверждает, вот уже буквально во время практически нашего с вами сегодняшнего эфира, сегодняшнего шума, появляется вот господин Умеров и делает заявление. Примерно такого толка. Ну, потому что ему же звонил Мединский. Значит, он говорит, после жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, Зеленского, россияне наконец-то сообщили, что дописали меморандум. Говорит Умеров. Впрочем, впрочем, они затягивают передачу этого документа. То есть мы тут видим нечто новое, какой-то акт передачи документа. Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ, говорит министр обороны Умеров. То есть этот документ у россиян. Российская сторона, как бы, у них есть еще там, как минимум 4 дня до вылета, чтобы передать нам для работы вот этот документ. Вот это заявление очень интересное Умерова. В чем интерес? В том, что все ждут, мы передали. Так, ну тут, если развернуть ситуацию, то получается, вы передали ее до Келлога. Потому что Келлог еще вчера говорит, что, смотрите, все у нас. То есть вы, получается, а что это за документ? И вообще, будем ли мы знать, что там в этих черновиках, да, одной и второй стороны? Конечно, не будем. Сейчас идут игры и пытаются обставить так, что россияне не передали вовремя. А что такое вовремя, никто не знает. Потому что российская сторона говорит, подождите, приедем, покажем, сверим документы, все, передали заранее. То есть, ясное дело, что если его передали заранее, и вокруг самой передачи меморандума, варианта, да, друг другу, идут вот такие дискуссии, что там абсолютно противоположная история. Причем об этом очень коротко, причем так вот, не тиражируя. Там, один из замов Ермака, там, не особо такой приметный, он об этом сказал в прессе. Слушайте, наш документ базируется, и основной его целью, сначала прекращение огня, потом все остальное. Российский документ, и Лаврова слышали, неоднократно заявил, и Мединский сам это комментировал. В общем, первопричины конфликта, первопричины войны. То есть мы понимаем, что пляска, свистопляска с этими меморандумами и черновиками обещает быть очень долгой. Ну, или нас ожидает, некий такой вот другой шабаш в Стамбуле 2 июня. С возможными срывами, с возможными какими-то моментами демаршей, потому что там, как это вы берете? Зеленский сегодня, кстати, это проговаривал. Немного проговорился, говорит, мы не выведем войска. Потому что априори на столе будет в российском тексте меморандума вот этот вывод войск, наверное, опять-таки, вывод войск. Но он откуда-то это знает, правда? Хотя украинская сторона не получала эти документы, наверное, опираются на первый Стамбул. В общем, танцы еще те. И эти 4 дня пойдут под знаком меморандумов. Сейчас быстренько западная пресса нарисует сливы.
Ну, не такие, которые на дереве растут, а те, которые там по меморандуму украинской стороны, по меморандуму российской стороны. Сейчас это будет топ-тема, и сейчас это будет просто необыкновенный, скажем так, скандал, интрига, а вот там, а вот эти вот то, а вот то. Но на самом деле, по факту, мы этих документов не увидим. Это мой прогноз, и я уверен, что это правильно, что сейчас нужно танцевать вокруг бумажки, а не с бумажкой. Хотя попытаются танцевать с бумажкой, как это делает украинская сторона и европейская сторона. Почему? Потому что Мерц четко идет в фарватере Зеленского. Он так и говорит: Россия не готова. Цих розмов. Ці перемовини, про них домовилися, коли був перший раунд технічних перемовин, який відбувся в Стамбулі. Але, як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже, багато днів чекаємо на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно де це буде відбуватися. Я дуже вдячний президенту Зеленському за те, що він сказав, що він навіть... Ну, он благодарен, что он даже приехал и что-то сказал, что, да, вот даже, ну, неважно. То есть, смотрите, смысл в том, что Мерц подыгрывает, говорит, вообще ни на одной площадке. Там же какие танцы были? Женева, это вчера, позавчера, вот это Женева. Сначала Ватикан, потом Женева. Потом вот давайте тут встретимся, давайте тут встретимся. Нет, все, встреча в Стамбуле. Спасибо Хакану Фидану. Он сейчас поедет в Киев завтра, послезавтра, и все. Потом начали танцевать вокруг того, что вот не готова вообще никаким переговорам. Но погодите, как не готова? Готова. Но какой формат будет этих переговоров? Вот здесь что интересно. Причем самое интересное, что тот же Лавров утренний, не тот, который дневной и уже после этих всех скандалов, когда уже пытались взвинтить, а где будут переговоры? А когда? А Россия, смотрите, не хочет, меморандум не показывает. Он до этого момента, в принципе, обозначил намеки на то, что в меморандуме у российской стороны. 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о которых мы объявим в самое ближайшее время. То есть дискриминационные законы, язык, церковь, ну, это во главу угла. Ну и дальше пошли разные комментарии других там со стороны России спикеров, что это как бы посылы, да, вот в том направлении, что отменяй законы, вот эти законы. В принципе, нечто подобное уже звучало. От Нарышкина звучало когда-то о том, что возьмите, отмените закон о там, тотальной украинизации или там подкорректируйте декоммунизацию, это будет как бы ваш сигнал, что вы готовы говорить. Но это тогда так звучало. Сейчас на переговорах Россия будет требовать конкретного изменения законодательства. Поэтому российский меморандум, вариант меморандума нам точно не покажет. Самое интересное, что Зеленский на вот этой встрече в Германии, где он взял 5 миллиардов для нужд обороны, он подготовился, приоделся. В украинских пабликах расходится вот такая характеристика. Это что-то, ребята. Значит, украинский лидер, который во время большой войны принципиально выбирает стиль, да, или одежду цвета хаки и стиль милитари, вдруг оделся более элегантно в элегантный аутфит. Зеленский выбрал черный блейзер на пуговицах с карманами, а также штаны в тон. Ну, это фото спереди, не знаем, как фото сзади, но, в общем, модный приговор устроили, потому что вдруг заметили, что Зеленский специально оделся. Еще там дальше были рассказы о том, что это украинский бренд, мол, это же сигнал к миру. Хотели нам сказать, забыв, что уже несколько недель там и к Папе Римскому он приезжал примерно в этом же. То есть в похожем, одинаковом, почти точно таком же. То есть, а в этом уличают, что вот смотрите, Зеленский готов к миру, а Путин, видите, не готов, меморандум не дает. Но сама риторика, там же скандал небольшой возник. Рютте, как пишет западная пресса, говорит, ребята, очень сильно опасаюсь. Там будет саммит НАТО,
Мы туда Зеленского не зовем, потому что Зеленский будет Трамп, ну, в общем, скандал какой-то. Зачем нам это? У нас от НАТО свои проблемы, свои вопросы, там, это перевооружение нужно, ну, вы понимаете, да, как бы работать, а тут вот эта вот политическая интрига, поэтому это будет, наверное, очень и очень неприятно, да, когда вот таким образом все будет происходить. Ну, это так вот описывает Рютте. Ну, вот Зеленский взял и ответил на это в Берлине. України на саміті НАТО. Але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами. Класс, да? Слушайте, вы, конечно, можете нас не звать, но это означает, что вас Путин победил. Вас Путин победил. Решайте, звать нас или не звать. НАТО, которое точно будет в меморандуме, и которого, внимание, если это рабочий меморандум украинской стороны, его не должно быть в меморандуме украинской стороны. Но если это все будет так, как мы видим, да, и по вот этому, скажем так, ну, вот этому всему дыму, вот этому флеру, если это все вот так вот закручивается и выкручивается, то, простите, наверняка Украина запишет там чуть ли не границы 91-го года может записать. И НАТО, и все вот эти позиции, на которых стоит сейчас Зеленский. А россияне запишут свое. И это просто будет никак не сочетаться. Ну и до свидания. То есть посидят, поговорят, скажут, ну давайте будем идти как по формуле саммита, формуле мира. Помните? Саммит мира, формула мира. То есть, ага, ну первый мы остановим, ну как бы оставим пункт, там 5 и 7. А все остальные будем потом еще договариваться в следующих турах. Хорошо, а какие пункты совпали? В любом случае будут совпадения пункта прекращения огня. Потому что там прекращение огня и тут прекращение огня. А только у россиян там прекращение огня и АБВГД, то есть, ну, какие-то моменты. А у нас просто прекращение огня у украинцев. И вот оно совпало, давайте прекращение огня. То есть очередная манипуляция и уловка. Но Мерц неугомонный. Мерц, кроме того, что подыгрывает политически, он подыгрывает и финансово. 5 миллиардов, о которых я сказал, 2,2 на АРСТ и ПВО пойдут. Минобороны, ну потому что там Умеров, он это собственными ручками подписывал, прям там, на встрече, его ведомство сразу сказало, слушайте, там на следующей неделе прям, вот уже в ближайшие недели все поступит, мы начнем делать дальнобойные ракеты 2500 километров, первое вооружение получим, в общем, все попрет, и деньги пойдут, и, в общем, будем развивать производство внутри. Мерц говорит, да пожалуйста, деньги будут, вы вообще получите все. Все получите, что мы можем дать и что вам необходимо для оборони і для ВСУ. Я сказав про те, що сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони у сфері, йдеться про тісну співпрацю, про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво, ми також хочемо, щоб було спільне виробництво, ми будемо це підтримувати. І про деталі ми будемо говорити публічно. Значит, но о деталях мы публично не скажем. Не скажем публично. То есть, смотрите, не скажем публично, тут же палка о двух концах. С одной стороны, это означает, что, ребята, ну, как бы, да мы вам ничего и не дали. А там список примерный там уже гуляет по сети, что конкретно дадут, там заряды, ПВО, инвестиции вот в эти заводы. Смысл какой? Зеленский утром, общаясь с прессой, говорит, мне нужно 30 миллиардов долларов, да, до конца года для того, чтобы внедрить производственные линии. Да, вот это вот все. И начать производить здесь что-то.
Ну, то есть собирать компоненты, собирать там корпуса для ракет, собирать вот эти все моменты или что-то еще. Вот 30 миллиардов вложите в нас, там дроны разного для перехвата, для там оптоволокно пытаются развивать Украина тоже. То, которое полным ходом сейчас россияне используют, там сейчас пытаются развивать или что-то подобное, да. Связь тоже немцы передают. И он говорит, мы не будем вам говорить, что именно. Все. Ну, то есть, говорит, мы не будем говорить, что именно, но вроде как уже сказали по поводу этих 5 миллиардов. Но наш как бы пакт между правительствами, вот он все равно будет иметь секретную часть. С одной стороны, это как бы волнует. У нас много пабликов сейчас показывает Лаврова того же, других, скажем, спикеров, там, Симоньян, Картополова сейчас гуляют, что вот мы будем бить по Берлину, вот мы будем бить еще почему-то. Все говорят о Таурусах, производство которых закончилось в 2019 году, сейчас пытаются как-то реинкарнировать. В наличии этих Таурусов не шибко много, уже посчитали, 100. И то они полетят, не полетят, непонятно. То есть фактически Мерц вот этой своей игрой и своим видом он может демонстрировать, что они ничего не дадут. Ничего там такого не будет. Потому что секрет. А есть у тебя чего? Секрет. И это тоже политическая игра. Потому что, а вдруг Трамп завтра утром проснется и раскритикует Мерца. Чего это тут вдруг попер Украине оружие, а я тут пытаюсь погасить этот конфликт и надеюсь завершить войну. А ты, Мерц, что, не хочешь? Они все оставляют этот лаг, но в целом работают на фон угнетенного настроєння Трампа. Так от. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася. Значит, четко, да, как это? Прописью. Все, что ВСУ нужно, запятая, что мы можем дать, запятая, чтобы Украина защищалась. То есть удары по городам, там, в Кремль, залетающий Таурус, сложно назвать, да, как бы целью защиты. Но Мерц обіцяє все. Зеленський рад. Оборонялася. Власне, ми про це будемо говорити також в наших подальших розмовах. Дякую за запитання. Сьогодні наші сторони підписують відповідні документи, з яких почнеться фінансування саме тих нових проєктів. Значит, за деньгами документы начинают финансирование новых проектов. Оружие на території України. Ці нові проекти, вони вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні перші кроки фінансування будуть зроблені між нашими країнами. Я сказав про те, що сьогодні в другій половині Значит, получается, что у нас, в принципе, уже нечто подобное есть. Рейнметал, вот эти все цеха, вот это все. Нам надо больше. Нам надо больше. И деньги мы получаем под это. То, что эти цеха и вот эту всю историю, там, разместив где-нибудь, а потом какие-нибудь агенты сливают или просто там кидают геометки и туда прилетает чего-нибудь, да? Сегодня там Добкин признавался, это, конечно, обворчительная история. Брат Добкина, Михаила Добкина, его брат, да? Тот, который там за колонну заходил, когда был депутатом, там, со странным лицом, он говорит, интервью чего-то вдруг дал, говорит, вообще как бы много таких людей возвращается из прошлого последнее время, и, наверное, будет еще возвращаться. Такие лютые камбэки, лютые, то есть вроде как не видно, не слышно было, а теперь вот они вот вернулись, да, на политическую как бы арену, на политическое аресталище. Так вот, говорит, я выпивший был, или там под чем-то, выпивший, в общем, нетрезвый, и начал там строчить про русских плохие комментарии, там, про
военных, про всех на свете, а потом мне раз и прилетела ракета в дом, и дом сгорел, и села больше нет там под Харьковом, которая вот это все, то есть сидел, вот обидно теперь, да, такой красивый дом был. Ну так и с заводами, там будет сидеть какой-нибудь Добкин, писать всякую историю, а потом туда прилетит ракета. Ну так а деньги же выделены. Их будут страховать военные объекты на территории страны, которая в военном положении, которая там, у которой будет все. То есть вообще легко, на раз-два это все списывается. Вообще легко. И Мерц, который северные потоки никогда не заработают. Отлично. Все, минус экономика. Снимают, обезжиривают Германию, и Мерц в этом участвует. И этот проект, там нам рассказывает Минобороны, 2500 километров будет лететь. Куда это 2500 километров? На Урал? Получается так. Ну, то есть, понимаете, да, это все тотальное, может быть, надувательство и тотальный глобалистический мыльный пузырь. По крайней мере, страха и ужаса от вот подобных ракет, там, Тауруса или какие-то новые ракеты, которые будут за деньги, которые вот пошли из Германии в Украину разрабатывать. Ну, так были же Storm Shadow, скальпы были, да, примерно, да, такие же. Но в каком количестве и насколько это товарное количество присутствует? Сегодня Зеленский заявил вот там же, да, о том, что санкции нужны. Это вот он на это намекал, там, что мы там ждем меморандум, но они затягивают, значит, надо что-то делать. Это он к чему? К тому, что, говорит, год отмерил Зеленский к тому моменту, когда Россия почувствует санкции, которые вот сейчас приняты. То есть, соответственно, год будет еще воевать. Но мы же должны остановить Россию. Мы должны остановить Россию, потому что Россия сейчас продвигается вперед, и ВСУ Украине нужна очень серьезная передышка. Передышка для того, чтобы этот условный год, там, полгода, несколько месяцев передохнуть, пересобраться, перестроиться. А тут и санкции начинают потихонечку действовать, и еще там Трамп недоволен. Ну, Трамп же может быть недоволен полгода. Видимо, да. А может и год быть недоволен Трамп. Видимо, тоже, да, на это расчет. Тут другое, что он просыпается сегодня в одном настроении, завтра в другом. Сегодня Канаду присоединяет, завтра не присоединяет. Золотой купол распространяет или продает. В общем, такие моменты. Но вот там уверены в этом ключе. Плюс еще растут в Америке оппозиционеры среди республиканцев и демократов, конечно же, которые требуют больше Украине дать все, что им нужно. Будь как Мерц, Трамп. Вот эти голоса там начинают звучать разных политиков. Поэтому расчет на игру вот эту в долгую. Поэтому здесь вот эта фальшь, кому нужны переговоры, успешные переговоры о мире. Ведь Стамбул показательно успешен. И Лавров это четко проговаривает. Смотрите, спасибо этим самым посредникам, всех поменяли, пункт Стамбула выполнили, договорились о следующем, вот поехали. Ну вот как-то так, понимаете? Вот как-то в таком духе. Значит, и Зеленский говорит, июнь 26 года. То есть он абсолютно готов, значит, воевать еще год. Вопросов выборов, вопросов каких-то там моментов, их нет. Стратегия Зеленского – вымучать прекращение огня, где-то махинацией, где-то там политической игрой, где-то, ну, как бы достойными такими инструментами, вымучать, а потом его подрастянуть, ну, пускай там постреливают, как контроль, координация, дождаться, пока будет худо. Но мне просто интересно, неужели он думает, что там с российской стороны это не читают? Читают, и никто ничего не останавливает. А пока построят тот завод, на который немцы сегодня дали денег, ну, масштабируют, где будет линия фронта? Вот в чем вопрос. На Донбассе жесткое продвижение в районе Константиновки есть, фиксируется. Буферная зона, и сегодня один из военных говорит, что, смотрите, сейчас вот они Юнаковку пройдут, и зайдут на высоту. А дальше ничего не надо. Дальше дроны летят на Сумы. Прямо по городу. В нормальном количестве, таком, котором нужно. Там расстояние позволяет. Они уже далеко долетают, эти дроны. Донбасс показал, и Константиновка тоже. Поэтому тут не надо. Вот она, вот и буферная зона. Все, Сумы прикрывают, логистика, инфраструктура, город и так далее. И начинается отработка вот этих объектов.
там же как отреагировали в России и Ушаков, и Песков, что Трампа неправильно информируют. Мы стреляем по военным объектам, а украинцы по домам. А украинцы говорят, а русские стреляют по домам, а мы по военным объектам. Ну и можно долго там, чтобы Трамп метался между этим и другим тезисом. А время идет. А вот прекращение огня под стамбульский момент выцыганить, вот это становится уже куда сложнее. Параллельно с этим развивается эта история с бусификацией, никуда не уходит. Вот, собственно, Каменское, Днепропетровская область. Помогите, кричит, помогите. Люди, которые рядом, ну там, дождик, мало кого, матерят, на чем свет стоит. Матерят, люди кричат, помогите. Ну, собственно, вот так вот это все и происходит дальше. В Киеве сегодня подобный тоже случай был. То есть задача нагрести побольше народу. Там вот с бронью сейчас вопросы решают, да, то есть там есть люфт определенный. Нагрести побольше народу, кое-как обучить, где-то чего-то прикрыть и перезарядить пушку, перестроиться под шумок вот этих переговоров и требований о мире. Поэтому Зеленский требует мир. Ну, насчет ТЦК, вообще дискуссия в обществе продолжается. И даже выходит представитель сухопутных войск, прям целых, которые предупреждают, что, ребята, это вы не шалите, нельзя. Там 8 лет получите, если будете противостоять оповещению ТЦКшников. Как объясняет командир сухопутных войск вообще, что с людьми происходит? Чего они так себя ведут? Почему они сами не идут в армию? Люди цього, на жаль, не розуміють, десь втратили розуміння, втратили почуття, де насправді є ворог. І тому вони шукають, скажімо так, і своєю самомотивацією вони вважають протистояння саме ТЦК. Тобто своє небажання долучитися до сил оборони, своє небажання захищати батьківщину, вони виправдовують, знаходять для себе якісь внутрішні виправдовування і намагаються їх реалізувати в такий от спосіб. Ну, если проще, люди как бы немножко потерялись, где друг, где враг, да, и оправдывают нежеланием служить ТЦК. Ну, то есть, фактически, на высоком уровне проблема признана. Это все из-за того, что ТЦК срывает мобилизацию. То, о чем говорили давно. Ну, какой может быть выход? Конечно же, системный. Правила нужно поведения прописать ТЦК, і це вже зроблено. Дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Тобто це така, скажімо так, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів. Тобто ми сподіваємося, що таким чином нам вдасться зменшити ту кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП. Вот так вот. Правила диалога с ТЦК разработали. Представляете? Потрясающая история. Вот самое, что ни на есть. Правда, есть другое медиа-объяснение, не только потому, что ТЦК, да, люди не хотят, скажем, и вообще, почему эта бусификация происходит? Потому что люди повестки просто не берут. Ну, что-то бумажка пришла, так кому она нужна? Это говорит человек с российским паспортом и, скажем так, загранпаспортом еще во времена АТО, ООС, журналист, вояка Казарин. Людей доводиться бусифікувати на вулицях через те, що люди нехтують повістками. Тобто ти відправляєш 1000 повісток, у мене є один знайомий, який служить в ТЦК, він розповідав, 1000 повісток відправляєш, до тебе приходять 30 людей. Значит, статистика. 1000 повесток отправил, 30 человек пришло. Выхлоп никакой. Поэтому и устраивают вот это вот то, что вот Кременчуге или еще где-то. Представляете? Вот так вот. 30 человек с 1000. Вот и вся история. Ну так это может потому, что люди не хотят воевать. Те люди, которые получают повестки, они их игнорируют не потому, что они такие рассеянные или там какие-то неответственные, а потому что они не хотят этой войны. Нет, конечно, вы что? Ну, бедные ТЦКшники разослали бумаги этой, напечатали, сколько картриджей, принтеров потратили. Ну и вот так.
никто не пришел, поэтому идут они. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе. Із тих 30 людей, які прийшли, там може лише 4 підходять по стану здоров'я, як таких, яких можна відправити на мобілізацію. І тому через те, що люди викидають повістки у смітник, співробітникам ТЦК, військовослужбовцям ТЦК разом з Нацполом доводиться виходити на вулиці і хапати перших, кого вони зустрінуть. Вот поэтому. Вот не выбрасывали бы повестки, приходили бы по повестке, не было бы этой бусификации. Народ вообще не такой. Понимаете? Народ... Вот мы хорошие, система классная, а народ не тот. Ну вот так вот это все и приходится. Правда, случаются и некоторые курьезы. Значит, вот это Полтавский областной ТЦК, собственно, информирует, что произошло в Кременчуге. Там очень интересная, увлекательная, полудетективная, ну, идиотическая история произошла на этом фоне. Значит, в чем вопрос? Значит, в информационном пространстве, это у них текст такой очень интересный, в информационном пространстве распространяется информация о том, что как бы, значит, призыв на мобилизацию, по мобилизации в Кременчуге осуществился гражданина России. Представляете? Даже несмотря на то, что в сообщении отсутствуют персональные данные, этого гражданина удалось найти и, в общем, понять, что это за событие. 14 апреля мобилизовали и направили в учебку жителя Кременчука. В учебке он написал рапорт, чтобы его освободили от воинской службы, потому что он гражданин России. Кременчуцкий районный ТЦК, туда пришел запрос от начальника центра с просьбой подтвердить, ну вообще есть у него гражданство Украины, кого привезли ТЦКшники в учебку. В результате проверки установили, что соответственно там реестра, актов, гражданского состояния мужчина гражданин Украины. Ответ учебного центра готовится и будет прислан в ближайшее время. Традиционно проверяйте информацию, не поддавайтесь провокациям и, в общем-то, ну, как бы, не верьте фейкам, давайте развенчивать фейки вместе. Значит, что это за такое сообщение? Потому что лично я вначале увидел его, а потом стало интересно. Что да как? Оказывается, ну вот другая версия, родственника вот этого человека, которого повязали, покрутили, отправили в Полтаву в учебку из Кременчука, а жил он в Украине по ВНЖ, и его жена подняла этот скандал, подключила всех там местных там медиа, каких-то еще, что, ребята, он россиянин, он гражданин, мало того, что другого государства, он гражданин государства-агрессора. Получается, что ж вы делаете? Значит, приходит в полицию эта жена, говорит, ну, беда. А им говорят, подождите. Говорит, ну, ничего такого нет. Вот вам ответ, все. Он наш. Наш. Она в суд пошла. Суд говорит, ну, полиция бездействует. Ну, хорошо, обяжем завести уголовное дело. То есть идиотизм. Нужно доказывать, что ты не верблюд. А у них по базам он проходит все нормально, и реестры, все хорошо. Получается очень интересная история. Кременчуцкий житель, гражданин России, сейчас изучает, ходит, смотрит, как вообще происходит учебка где-то в Полтаве, под Полтавой. Вот такой маразм. То есть абсолютно никакой безопасности. А потом по учебным центрам может прилетать, а потом еще что-то может происходить. А потом вдруг оказывается, ну это опять-таки, нельзя верить вот этим интервью людям, которые взяты, ну вот военнопленным нельзя, вот нельзя, потому что они находятся в особых условиях. Но тем не менее рассказывают же взятые в плен представители вооруженных сил Украины о том, что так, учебные центры минируют. И типа говорят, ну побежал, подорвался, твои проблемы, что ну, учился, не доучился. И такое бывает. Смерть в учебках тоже ведь это такое, да, это даже сложнее увидеть, навести фокус, чем
в ТЦК? Ну, потому что учебка. Секретно, без связи, где-то там, полигон, чтобы никто не догадался. Обнесли минами, решил рыпнуться, сбежать. Ну вот, получи. Нет, ты станешь солдатом и будешь служить и воевать. Вот кому верить? Как вот, жене или официальной госструктуре? Они ж проверили, гражданин Украины. А он, оказывается, россиянин. Всю жизнь был. Паспорт показывает жена, скандал поднимает. Всем по барабану. Но у нас история все равно, это вот украинская мобилизация, это история вообще параллельной реальности, параллельной вселенной. Вот прям в эфире один из рекрутеров, по-моему, 28-я бригада, кажется, 28-я, вообще говорит интересные вещи. Очередь стоит ребят с 18 до 24. Очередь. Это то, что по статистике набрали 500 человек и все. Компании там снимали ролики про бургеры, женщин, там, Netflix, постеры вывешивали про суши Филадельфии, сколько ты можешь купить. 500 человек набрали. Оказывается, очередь, просто подрастают они еще. А так все готовы идти на этот контракт. Причем из-за границы. Вот их родители вывезли 3 года назад, условно. А они подросли и говорят, не, слушайте, не хочу я вот это беженство, эти пособия, вот это, работать тут. И я воевать пойду, мне уже 18. Примерно вот так, да, примерно вот так это все работает. Ну, в общем, то, що говорить рекрутер. Про контракт 18-25 тут також молодь постійно підтягує своїх друзів. І навіть у нас зараз були такі випадки, в нас збільшились звернення з-за кордону. Це хлопці, яким буде 18 років, вони вже телефонують, вони вже залишають заявки, що вони хочуть повернутися в країну і йти в Збройні Сили України. Програма працює, але я ж те ж саме, що я розповідав, ця програма має розкрутитися, бо люди не вірять. Смотрите, ну все нормально. Вообще молодежь, они общаются, подтягивают знакомых, друзей. Нормальная тема. Че, давай, сколько тебе там лет? 18? Да пошли, повоюем немножко, там, миллиончик получим, там, еще чего-то получим. Бесплатную ипотеку получим, нормальное уважение, статус. Пошли, давай. И за границей такие, о, слушайте, да, действительно, пойдем в Украине, ж там, благодать, война же. А ему спрашивают, а как программа вообще? Там же логичный вопрос. Мизер же пришел. То есть замах на рубль, выхлоп на копейку. Он говорит, да просто не раскрутились, еще не успели. Нормально, сейчас промоушен, еще несколько роликов таких сделаем. И попрет, как вообще молодняк туда. Потому что не верят. Не верят, вот это сомнение, вот это грызет. Это ничего, преодолеем. А що за сомнення? 80% хлопців, які до нас приходять, які вже підписали контракт, вони не вірять в те, що це буде все відбуватися. Більшість хлопців у нас виплати по коштам проходять в перші 3 дні. Після підписання контракту перша частина грошей вже перечисляється на рахунок. Хлопці навіть не вірили, що ці гроші їм прийдуть. Представляете? А что пришли тогда? Ну понятно, родину защищать. То есть абсолютная альтернативная реальность. То есть молодые люди пришли такие с прищуром недоверчиво. Так а что, деньги, да, вот эти, да, платят? Серьезно? Не верю. Не, ну ты служи там 3 дня послужишь, придут. 2 дня он ходит, там 3 дня он ходит и сомневается, придут деньги, не придут. Но все равно пришел. Понимаете? Вот таким вот образом все происходит. Вообще параллельная реальность. Тому і все працює, і, на жаль, люди є недовіра. Тому я і кажу, що зараз більше працює те, що люди приходять, вони вже бачать, як воно відбувається насправді. Тому вони вже і розповідають, що так, дійсно, воно це працює. Також, як ви казали про соцмережі, TikTok, Instagram і так далі, і ПСО теж працює. Я вже багато бачив відеоматеріалу, де хлопці, які в нас ще тільки проходять базову загальну військову підготовку, і ПСО вже викладає відео, де вони вже в бойових діях. Хоча це взагалі неможливо. Вообще невозможно это. И ПСО. Это все какие боевые действия? Они только вот учатся. 3 дня как получили первую выплату. И ПСО. Закрыть Телеграм и ТикТок к чертовой матери. Всех закрыть.
Повесить замок, сказать: нет, нельзя, туда не заходите. И не надо заходить. И не будем заходить. Потому что и ПСО. Нормальный план. Вообще, с точки зрения, на кого надо повесить замок, это, конечно, на Верховную Раду. Угу. Появился график. Сегодня опубликован, как будет работать парламент. Да? Слушайте, ну там за все лето, там, сколько там дней? 17, да? 4, 16. Ну вот вообще, заседаний вообще мало. Тут они на парламентскую ассамблею ОБСЕ поедут, тут еще куда-то поедут. Там чего-то поспрашивают у... Ну да, тут за минусом вопросов к правительству. Ну вообще работа не бей лежачего. Представляете? Ну вот так будет воюющая страна. Ну а чего? Они же продлили военное положение. Главное, сделали сделку с американцами. Ратифицировали. Все, можно спокойно там дальше. Идет же все как часы. Смотрите, программа 1824 просто не раскручивается. Не получается раскрутить. А так все нормально. Сейчас люди посмотрят, что через 3 дня заплатят деньги. Нормально обучат, пойдут воевать. Вообще посмотрят на Эктора Хименеса Браво, на Иру Верещук посмотрят, как она с автоматом. И тоже захочется пойти повоевать и денег еще получить. Нормальный план. Что работать? Вот, в принципе, работа парламента. Эта работа парламента возмутила даже закадыгу Зеленского, лысого пошиба кошевого. Вот что он говорит о депутатах, которые будут летом так мало работать. Сьогодні дізнався, що у нардепів буде 7 тижнів канікул влітку. Ну, на рівні школярів, трудилися, то стільки ж відпочивати. Я не знаю, де весь цей час будуть гріти сраки більшість нардепів, а от Юзік на цей час може із задоволенням повернутися попрацювати в квартал. Это юмор? Или как? Или это, в принципе... Так я не удивлюсь, слушайте, а чего? 7 недель отдыхать летом. Там какие-то гастрольки, какие-то съемочки, большие проекты. Там же квартал же работает. Денежка платится. Юзик, в принципе, депутат, который, да, такой большой из квартала. Тоже криворожанин, да. Он же, в принципе, Юзик может спокойно в квартал прийти поработать. Чего? По совместительству. Как это? Сезонная работа. Вот такая сезонная работа. Я помню, так в пионерском лагере был вожатым. Вожатым там культмас тоже заведовал. Ну вот поехал там смена 1, смена 2, смена 3. Вот и все лето, пожалуйста. И, ну есть там какие-то выходные, то есть нормально. Ну что, не отрываясь от работы. Юзик, приходи в квартал. Жека, а можно Зеленского? Назад. Ну так, пока у него там выходной, он все будет официально. Он напишет отпуск, и в квартал на сцену. Нормальное же предложение. Но если вот это можно хоть как-то еще серьезно расценивать, то простите, пожалуйста, простите за бедность речи, следующий высер господина Зеленского, если это можно как милая шутка дружеская, да, можно так это расценить, то следующая шутка — это вызов прям государству Украина. Может проблем быть немерено. Кошевой комментирует интервью Новинского Такеру Карлсону. Представляете? Вот как. Якщо є Карлсон, який любить варення, то в США є Такер Карлсон, який любить проросійське лайно. Если в США, если вообще есть Карлсон, который любит варенье, то есть в США Карлсон, который любит пророссийское дерьмо. Спочатку Пило, потім Дугін, а зараз Новінський, або, як його називав Петро Олексійович, сука православна. Значит, он перечисляет там Путин, Дугин, Новинский, да, вот это вот. Сейчас Новинский, представляете, вот интервью берет Такер. Ну, хорошо, и что? Берет. Дальше что? Ну, тоді давайте чекати інтерв'ю вже, я не знаю, з Пенісом Душиліним, з Чечеріною, або вже навіть нехай вже в Чмоні візьме інтерв'ю. Але нехай дивиться, щоб такими темпами в нього самого інтерв'ю не взяв Золкін. Золкин.
Золкин, понимаете? Значит, Золкин — это вот этот блогер, который берет интервью у военнопленных. Ну, разные есть видео, есть такие, как бы, ну, отвратительные на самом деле кадры, да, когда там звонят родственникам, и он там с ними вступает в дискуссию, понимая, что они находятся абсолютно, не то что не в равных, а абсолютно в абсолютных, абсолютно неподходящих обстоятельствах для дискуссии. Золкин, специализирующийся на военнопленных. Получается, что Жека Кошелой, поцелованный Зеленским в лысину во время инаугурации 6 лет назад, угрожает Такеру Карлсону пленом. Статья за коллаборационизм. Это вот этот Золкин, тот, который во время обмена вот этих женщин опрашивал по поводу статей, которые пополучали срок для того, чтобы, ну, из-за того, чтобы они переписывались с оккупированными территориями, там шпионаж им вменили, лайки какие-то ставили, какие-то пророссийские посты, какие-то соцсети российские использовали. Понимаете? И этот кошевой, как вот голос из недр кишечника режима, он как бы прорывается отрыжкой в сторону Такера Карлсона, угрожая его пленить за это, за вот эти интервью и подбор гостей. Слушайте, надо санкции вводить на Такера Карлсона. Надо санкции. Потому что у меня, в принципе, тоже ситуация. Беру интервью у людей, которые не нравятся. Ну, конечно, не у Дугина, не у Путина, да, вот, но тем не менее, не нравятся. Значит, санкции на Такера Карлсона. Напишите, кстати, в чате трансляции, очень интересно, как вы к этому отнесетесь. А вообще, конечно, знакомство, интервью Такера Золкину, это, конечно, вершина остроумия. Особенно в сложившейся геополитической и политической ситуации, когда Штаты отползают напрочь. Неделя прошла, как убили Портнова, и в украинском медиа, ну тоже, да, все же радовались, да, и некоторые продолжают радоваться. Появляется сообщение. Цензорнет Бутусова пишет, что Портнов встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым во время своего последнего визита в Украину. Ну, об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание Цензор.нет. Эта тема продолжает жить, но обретает уже несколько другую форму. Сообщают, что там Татаров поехал в Испанию налаживать контакты. В общем, опять, это сложно проверить, но, судя по всему, телефон и все вот эти коммуникационные с мессенджером ну, гаджеты, они сейчас у испанской полиции, а испанцы, ну, так вот, нехотя идут на контакт с украинцами, пытаются расследовать, что же, кто же и почему же. Но сам факт встречи с первыми лицами страны, ну, выводит следствие как раз-таки на политические как бы, моменты. Там же две было версии. То есть криминал, ну, там долги какие-то, что-то где-то, хозяйственные суды, то есть бандиты, короче. И политика. И вот такая знаковая политическая встреча как раз перед убийством. Это же для любого следователя зацепка. Вот, может, Татаров поэтому и поехал, если поехал туда. По поводу Татарова высказался даже самый честный антикоррупционер современности Віталій Шабунін, который служил то там, то тут, ну, в основном по ресторанам в Києві. Зеленський свого часу сказав, що його влада тримається на 5-6 ефективних менеджерах. Ну, журналистка вспоминает, что Зеленский в свое время сказал 5-6 менеджеров, и типа, а Портнов, он вообще в пятерке этой, в шестерке? Ну, встречались же, там все такое. От дослівно цитата. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, це 5-6 менеджерів, то ми станемо слабкішими. 19 грудня 2023 року. Андрій Портнов входив до цього переліку 5-6 менеджерів? Чи він був залученим на аутсорсі фахівцем, який рішалою, який не мав до цієї команди стосунку? Він передав в управління, співвласність управління цієї команди в обличчі Олега Татарова
створену ним уродську судово-правоохоронну, політично залежну і ним керовану систему. Значит, Портнов, говорит Шабунин, передал систему уродскую, такую политическую зависимую, вот эту всю, да, Портнову. Ну, тут Портнов Татарову передал. Об этом Шабунин говорит. Він не був першим колом цих менеджерів, але оця команда Зеленського руками Татарова використовувала все це, ну, пробач за погане слово, лайно. И тут лайно. Да что ж такое, слушайте. Какое-то популярное слово сегодня в шуме. Лайно. Ну, это не от слова, то что собаки лают, это от слова дерьмо. Ну, вот, лайно. И вот это он передал эту систему, и 5-6 менеджеров Зеленского ее юзали и использовали. Яке Портнов перетворив судову і правоохоронну систему, а команда Зеленського не сильно це змінила. Вот так вот. Вот такая вот оценка. Получается, что мы сейчас придем, ну это как вариант прогноза, медийного прогноза, кстати, не без отработки помощи соросят, против которых, ну, на самом деле, Портнов всегда воевал. Он и не шибко хороший был человек, ну, то есть, кому-то хороший, кому-то плохой, кто-то друг, кто-то враг, как и все вот такие люди, которые там, тем более суды, адвокат Коломойского, вот эта вся история, то есть, смотрите. Сейчас вот версия просто медийная какая будет раскручиваться, чтобы опять-таки замести следы, что Портнова убили враги Зеленского. Представляете, как опасно? Как опасно это все. Вот это все-таки был член, ну, какого-то круга, не ближайшего, но круга. И вот начинают отстрел людей, которые там в этих кругах, в этих кружках. То есть народ, смотрите, опять русские. Ну, или какие-то такие враги, такие закоренелые, тоже связанные с русскими, а с кем еще. Поэтому надо беречь власть. Представляете, как происходит? А вот эта вся история о том, что политика, партия там УПЗЖ, это все неправда. Вот, это месть, это вот чтобы развалить, расшатать систему, которую передал Портнов Татаров. Вот какая будет версия. Поэтому что? Любим Банковую и бережем как зеницу ока. Кстати, по поводу вот этих агентов влияния, медийного влияния, о которых я сейчас говорю, которые будут там проводить вот этот нарратив, совершенно абсолютно разный. По поводу этого, вот непонятно было до этого. Хотя, по большому счету, в принципе, все поняли, когда Усик подарил пояс Зеленскому, когда Усик там копию сделали, которая осталась там в столовой в Белом доме, после скандала, который там забыли, да, Усика используют в благих намерениях. Чемпион мира по боксу обратился к школьникам, чтобы не велись на провокации, да, устроить какую-то диверсію в тилу від російських спецслужб. Привіт, дорогі друзі. Я вирішив звернутися до вас не просто як спортсмен, а як людина, яка знає, справжня сила – це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі. Значит, Усик решил обратиться не просто как спортсмен, а как человек, который знает, что настоящая сила – это оставаться верным родной земле. Хорошее утверждение для крымчанина. Своїй родині. Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі, не дозволяйте перетворити вас. Ну, чуть-чуть подсчитывает, видно, да? Чуть-чуть подсчитывает, потому что, ну, все понимают, да? Попросили, потому что надо. На зброю проти своєї батьківщини. Бути крутим – це мати голову на плечах. Якщо вас вербують підпалами, терактами, просять кудись перенести невідомі пакети, відразу повідомляйте своїх батьків, вчителів, звертайтесь до Служби безпеки України та Нацполіції. Так ви захистите себе та своїх близьких. Уважно послухайте те, що вам зараз будуть казати представники Служби безпеки України та Нацполіції. Перекажіть цю інформацію друзям і знайомим. Вона може зберегти ваше життя та здоров'я. Будьте розумними, сильними
І не давайте нікому себе ошукати, використати. Ми українці, і ми завжди переможемо. Ну, вот как-то так. В общем, мы всегда победим, если вы не будете, ну, скажем, останетесь верными своей земле и не будете носить всякие пакеты туда-сюда, сразу сообщайте в СБУ и Нацполицию. Вообще, эта программа сейчас очень интересная, развивается. Вчера я показывал, ну, и кто смотрел «Шум», да, если помните, или пересмотрите, там, вот этот момент показательной казни в Кременчуге мужиков, которые там выгнали, побили военкомов, попинали, ну, как побили, попинали, сбили шапку, посадили в свою машину и выпроводили. Показательно в Черкасах. Не Кременчуке, в Черкасах. Черкасская полиция сразу там группы спецназа по адресам ломали двери, мордой в пол, все, как рецидивистов задержали, в СИЗО отправили. Как-то вот начинает возрождаться культ вот этой всей истории силовой. Сегодня прошла информация, я не могу показывать, потому что ну, там и музыка, и все остальное. Сериал новый снимают про 112, ну типа про полицию. То есть у нас полицейский сериал. А я вот сижу, думаю, ты все это видел. Ну, антураж такой этот самый. Слушайте, в России куча таких сериалов. Куча таких сериалов в России. Ну, про ментов. Ну, менты это те, которые там, да, еще. А потом после, там, НТВшных таких куча. Всего на свете. Как там в полиции служат. Там, и девочки, и мальчики. Ну, милиции, полиции там в разный период времени. Нормально все. Все хорошо. Есть с кого брать пример. Сценарии, в принципе, нужно просто их ходы режиссерские ну, переписать на украинский язык. И вот взять украинских каких-то актеров, взять их снимать и показывать, прославлять полицию, которая вот так себя ведет в такой тяжелый период. В униформе всех. Вот сейчас другая история. То есть надо... Мальчики и девочки, школьники, если там пользуетесь Телеграм, идите в СБУ, а то вас как завербуют, вы там все передавайте СБУ. То есть идет одна рекламная кампания через кино, вторая рекламная кампания. Вот Усика задействовали, понимаете? То есть режим силовой понимает, что нужно что-то предпринимать. Задница чувствует холодок. И поэтому вот это включаются вот эти медиапроекты. Сериалы про ментов, там обращение Усика по делу. Да. Я не критикую суть обращения. Я вам пытаюсь показать, чтобы вы в комментариях оценили вот эту вот историю. Да, вот такого рода привлечения звезд. Причем видно, что он там... Насколько от души он говорил, понять сложно. Особенно ввиду того, что всегда Усик считался защитником Украинской Православной Церкви. Он выступал по этому поводу, он говорил по этому поводу. Завтра, якобы, по сообщению адвоката УПЦ, Минкульт, Министерство культуры, закроет Нижнюю лавру для монахов, которые там живут, которые там служат. То есть лавра большая, там есть верхняя лавра, там уже Клопотенко крутил голубцы, а есть нижняя лавра, там как бы проводят богослужения, периодически вот шмоны проводят, там мощи Ильи Муромца переписывают, инвентаризируют и так далее. Но там жизнь какая-то есть. А завтра, по информации, опять-таки, из УПЦ, вот это все как бы будет. Но там дальше больше, потому что Потураев высказался о том, а что будет вот после запрета. А запрет, судя по всему, вот вы сейчас увидите это интервью, на Львовской площадке, судя по всему, будет. Запрета, который осознает сейчас Усик, который говорит, что быть крутым, это означает любить свою родную землю. Вот, ну, который, в принципе, правильно обращался к школьникам. Школьники это отдельная тема. Но вот этот вот Усик, который сейчас, получается, на служение своей стране, говорит, это наша страна, мы давайте служить, который вчера защищал лавру, ну, как лавру православия, но лавру не защищал, поставил, помолился, и говорит, это вот я молюсь и все. А вот Потураев, представитель власти, который руководит страной, которую надо защищать. Якщо майно державне, як от, наприклад, Києво-Печерська лавра, або, скажімо, там Почаївська лавра. Якщо майно державне, то воно повертається в державу. А якщо майно громади? Якщо майно комунальне,
То есть они сидят с вот этой вот ведущей Львив Медиа, делят имущество. Ну это ж нормальная практика. Урвать и поделить. И вот она такая, это ж, видите, там, ну, с умным видом. Угу. Потураев. А вот выгоним сейчас московских попов, а как будем имущество делить? И вот он рассуждает. Государственное, коммунальное, там, частное. Вот кому принадлежит храм и територія, да? Ну, повертається до місцевого самоврядування. Якщо майно, увага, громади, якщо громада хоче залишатися вірній тій церкві ворожій до нас. Если община, громада, да, хочет верной оставаться церкви, которая к нам враждебна, то она, конечно, может это делать. Только служить никто не будет. То ми ж не фашисти, щоб про нас москалі не казали. Ми ж права держава. Чего смеется? Это типа смешно, да, когда там москали называют фашистами. Мы правовое государство, говорит нам, с улыбочкой Потураев. То воно може залишитися. У нас приватна власність недоторкана. Тільки там не можна буде службу служити. Вообще, конечно, это вообще классная штука. Значит, у нас частная собственность неприкосновенна. Ну, если что, можно санкции наложить. У нас вообще неприкосновенна частная собственность. Это частная собственность, храм, да. Ну, там службы нельзя будет служить. Так, будь ласка, там, не знаю, от Павло Мерседес, він же ж в Лаврі овочесховище організував. Ну, нехай там, не знаю, овочі зберігають, там, торгують. Ну, я не знаю. Ну, але це їхня приватна власність. Там просто не можна відправляти культові всі обряди. Розумієте, так? То есть овощебаза, там, продавайте что-нибудь, делайте, что хотите, частная же собственность. Поэтому, но служить нельзя. Тому ось так. Державне до держави, комунальне до громади, до місцевого самоврядування. А те, що належить релігійній громаді, має залишатися в релігійній громаді. Так, у нас є випадки, їх, не скажу, що їх критично багато, але вони є. Коли там просто от храмова будівля знаходиться в приватній власності. То там та сама історія, про яку вам зараз розповів. Якщо з'ясовується, що ця релігійна організація, знову-таки, через верхній, або там напряму, через верхній, скоріше за все, звичайно, не має зв'язки з так званою РПЦ, то вона буде припинена, так? Значить, і ніхто відбирати приватну власність не буде. Просто вони не зможуть її використовувати для того, щоб там славити свого там гундяя, там, значить, путлера, там, або там когось, неважливо, кому вони там, значить, моляться. І просто це вони робити більше не зможуть. А що вони будуть далі робити з цією будівлею, це не справа ні держави, ні, я думаю, що і українського народу. Ну, що хочуть? Не знаю, овочі зберігають, не знаю, там казино відкривають, це їхня справа. Овощи, казино. Казино, кстати, ж можно открыть, правда? Нормально, пускай овощи хранят казино, служить не будут. Возникает только один вопрос. Вот, а как это все будет выглядеть? Ну, вот если завтра там Лавра, там все, ну, это заповедник, Лавра это другое. Вот смотрите, частная собственность, частный храм. Туда приходят люди, но они как бы не служить. Ну, то есть не на службу, не помолиться. Ну, просто пообщаться. Да? А что будут делать? Заходить туда будут, наверное, и что? В тюрьму сажать? Если ты вдруг открыл молитвослов или там начал литургию, тебя сразу, да, ласты склеют, там все, повяжут или что? Да нет, там вроде как там штрафы туда-сюда. То есть ты не можешь... А кто доказал, что там связь с РПЦ? Это по какому признаку будет определяться? То есть это на территорию частной собственности она будет зайти, посмотреть, что происходит. Молятся. А как понять они вообще, кто они? Ну вот, человеку. Православная. Ну потому что иконы православные. Потому что язык церковнославянский. Значит что? Запретить. Потому что ПЦУ молятся на украинском, тут на старославянском. И что дальше будут делать? Всех в автозаке? То есть вот такая нам перспектива вырисовывается в самое ближайшее время. И Новинский у Такера Карлсона рассказывал тоже об этом. В том числе о вот этих духовных притеснениях, о которых с усмешечкой сейчас нам рассказывают. Говорит, мы же не фашисты какие-нибудь. Не, мы собственность отбирать не будем. Но служить нельзя.
Нельзя служить. То есть в своей квартире, да, вы не можете справлять службу, ну, если вы завязаны на РПЦ. Так 1000 раз уже это УПЦ говорит, мы с РПЦ все, мы не завязаны, ни в коем случае. То есть то, куда вы лезете, это там какие-то каноны, какие-то, ну, устои. Организационно этого нет. Но, тем не менее, служить будет нельзя. Дальше следующий шаг. Если не на украинском, то вообще служить Богу нельзя. Вот к этому все идет. Ну и финальный в шуме это просто... Давайте переместимся в Израиль. Я считаю, очень важный момент, показательный, как кризис... Доголосовывайте, пожалуйста, в чате трансляции. Спасибо большое. Нас 12 тысяч, несмотря на то, что такое позднее время. Я считаю, это прекрасный результат. Спасибо всем большое, что лайки ставите и досматриваете. Потом пишите, откуда вы, и реагируете, да, на все происходящее. Значит, в качестве такого дополнительного шумчика, да, очень шумно было в Кнессете израильском. Значит, выскочил один из членов Кнессета, Нетаньяху выступал по ситуации в Газе. И он выскочил, ему перед носом показал карту Газы. Нетаньяху покерфейс, морда кирпичом, проходит мимо, ну и там нашлись как бы люди, которые там из Кнессета его, ну, в общем, вытолкали. В общем, ситуация такая достаточно накаленная, потому что уже и с американцами проблемы. То есть, если... Тут же какая история? Если там у Зеленского проблемы с американцами, но ему надо проводить свою политику, он же как бы на европейцев полагается. Нетаньяху там особо как бы полагаться не на кого, только на бумажки и договоры, союзные договоры. Но Нетаньяху войну закончить не может. Зеленский тоже не может ее закончить, войну. Объясню почему. Ну, вот по поводу Нетаньяху еще один очень важная деталь. Много там есть статистика по погибшим детям новая, обновленная. Есть еще там определенные там последствия, есть видео, есть все. Один только эпизод покажу, в какой лицемерной ситуации оказался Нетаньяху и режим Нетаньяху. Это кадры муки, с которой хлеб пекут, обычной муки. Это кадры с израильской стороны. Ее выбросили на помойку, на свалку выбросили муку, которая предназначалась для жителей Газы. То есть вы видите огромная куча. И понимаете, когда... Нет, в Украине тоже там сгнила гуманитарка, там много было об этом репортажей, кто-то украл, перепродал и так далее. Но когда страны определенные, причем это не только, скажем, там Турция, да, это другие страны тоже, они отправляли свои грузы, они отправляли через, ну, понятно, там путями, в том числе там часть, да, которая там эффективный контроль там израильская сторона осуществляет, там, да, понятное дело. И вот израильтяне, получается, выбросили муку для жителей Палестины. То есть это очень показательный момент. Нет, вы скажете, гораздо более показательные бомбежки, вот этот ужас, который там, да, безусловно. Но это очень показательный политический момент. Причем параллельным курсом европейцы, которые как бы тоже становятся, они дрейфуют, они мечутся то так, но не дрейфуют на сторону палестинцев, снимают все санкции с Сирии. Это об этом сегодня сообщили тоже. Да? То есть цинизм политиков
сиюминутной выгоде оставляет людей без хлеба насущного. Вот зачем я показал Кнессет, Палестину и так далее. Ну и по поводу Зеленского, почему нельзя останавливать, прекращать огонь? Потому что, прекратив огонь, атмосфера будет не та. Когда они будут лететь долго, долго это неделю, 2, месяц, а представьте 3, 6 месяцев, не будут лететь дроны, не будет ракеты лететь, не будут стрелять на передовой. У солдат будет время, тех, кто воюет, а не тех, кто там в тылу. Будет время подумать, будет время выдохнуть, осмотреться. Наконец-то решить вопрос, там, а что с этим ТЦК, да, что вообще происходит. Задуматься, вспомнить, что такое Конституция. И за вот этот очень короткий промежуток времени вспомнить, а как это мирная жизнь, ну как полумирная. Понятно, что границы никто не откроет, ТЦК будет кошмарить и дальше, но не будет вот этого серьезного фактора. И вот тут начнутся начнутся серьезные вопросы. Поэтому, завершая шум сегодняшний, да, вот этот 2 июня, вот большинство из вас, кстати, я вижу, да, здесь, в принципе, солидарны со мной в вопросе, чего вы ждете от 2 раунда в Стамбула 2 июня. Почти 10 тысяч голосов проголосовали, спасибо вам большое. Вот поэтому и победил этот вариант, который видите на экранах. 3% прекращения огня, 8% согласованного меморандума и 24% я жду только мира. Но большинство, 64%, да, вот все-таки ничего не ждет. Именно поэтому. Потому что невыгодно политически. Невыгодно политически Нетаньяху отправить этот турецкий хлеб в Палестину. Ну, невыгодно политически. Поэтому сидите без хлеба. Невыгодно политически прекращать огонь, потому что, да, с одной стороны, в это время можно передохнуть, но если это будет надолго, то тут уже начнутся вопросы. Поэтому ему не надо надолго. И вот это вот фигурировала вся история 30 дней, плюс перемирие такая штука, что можно легко устроить провокацию. Дроны могут свернуть не туда, на какой-нибудь чернобыльский обшивку реактора, правда? Ну или какой-нибудь там еще что-то произойти. То есть долгое Зеленскому невыгодно. Долгое перемирие с подписанным меморандумом, который где-то с уступками, где-то без уступок, но как бы сойдется на чем-то с российским выписанным вариантом, не на всем, на чем-то, выгоден России. Потому что мирные обстоятельства украинцев – это шаг к смене Зеленского, силовой, не силовой, да даже просто репутационной, даже вот просто все поменяется вокруг украинцев, если не будут лететь шахеды и удары, и солдаты на передовой не будут гибнуть, и не будут там жены сидеть и ждать в телефоне, в WhatsApp вот этого плюсика, ну типа это так общаются солдаты с женами, когда там не те, которые там ходят, бродят, интервью раздают и там по тылам шастают, а те, которые воюют по-настоящему, они вот жене плюсик отписали, все нормально, живой. День не отписали, 2 не отписали, на 3 все, истерика дома. А то не будет этих плюсиков. И всех и так посмотрят. Плюс боевых не будет. Ну, не будет боевых. Потому что все же в курсе начисляют боевые, да, по дням там высчитывают как-то. И атмосфера изменится. А как ее сдержать в руках? А уже сложнее. Я не говорю, что невозможно, но сложнее. Нет, конечно, мы можем славить ментов, ТЦКшников, там защищать, правила диалога устанавливать. Но тем не менее. Вот длинное перемирие – это все-таки шаг к большим изменениям и более прочному миру. И это все понимают. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Пошумите, пожалуйста. Яна Макс, спасибо за ваш труд. Спасибо большое, Яна. Спасибо большое за то, что ставите лайки. За то, что зельку в петельку. Сергей Шерс. Ну, как это? В петельку пуговицы, да? Блайзера. Вы, наверное, это имели в виду.
Значит, так, значит, друзья, ваши вопросы пишите, пожалуйста, в чате. Давайте немножко с вами пообщаемся в чате трансляции. На сон грядущий, как говорится. Значит, по поводу вопросов открываю свою предложку по поводу... предложку адрес электронной почты. То есть обычный email, где тоже можно писать свои там... Колобок, куда мы катимся, там рубрика, да, которая там была, свои впечатления, свои мысли. Оксана пишет: уважаемый Александр, пожалуйста, объясните, зачем Москва проводит полномасштабные бомбовые атаки в последние дни на территории Украины, тем самым подыгрывая киевскому режиму. Ведь неглупые люди понимают, что Банковой это только рады этому. Так зачем помогать режиму Зеленского, или все там сговорились? Ну а вообще, когда смотришь всю эту геополитику, создается впечатление, что нас всех за дураков считают. А по большому счету поменять мы толком ничего не можем. Посмотрите на Румынию, все очень печально. Спасибо за труд, Оксана. Да, политически невыгодно. Опять-таки, бьют-то россияне, то есть вопрос, куда они бьют и куда они попадают, да, по разным причинам. То ли там где-то что-то отклонилось, то ли еще что-то, куда били. Вот в чем вопрос. Потому что идет война, потому что приоритетная задача не столько убрать Зеленского. Ведь вы слышите очень много даже таких умных аналитиков, таких мощных, они говорят, что? Они говорят, что это Зеленский, это нормально, там все сыпется с государственным аппаратом, с машиной, с проблемами. Каждый у нас сезон мы боремся с какими-то новыми проблемами. Проблема ТЦК уже длится очень долго, и она истощает страну изнутри. А это выгодно, да, чтобы эту страну быстро, в определенный момент, ну уже не быстро, но в определенный момент, очень так каскадно обрушившись, страна как бы уйдет под влияние России и скажет: да елки-палки, чем этот беспредел уже, пускай русский мир. На это тоже есть расчеты и аналитика определенная. А Зеленский это все, он не соображает. Да, у него 5-6 менеджеров, другие задачи, заточен ездить, выбивать бабки, понимаете? И продолжать, раскручивать и раскручивать. Поэтому и бьют. Тоже же выгодно, чтобы Зеленский кричал: смотрите, они вот летят ракеты, и Трамп недоволен, убивают мирных. Мы, простые люди, расходный материал. Нас можно закрыть в ТЦК, выдавить из страны, наложить санкции, посадить в СИЗО, то в конце концов там потерять где-нибудь человека как единицу где-нибудь в учебке. Почему нет? Как-то так. Значит, еще одно было сообщение, скажем, очень интересное. Так. Да, нет, потерял среди многих там других сообщений в самой предложкой, в самой почте. Хорошая была история там про заграницу, да, про заграницу была история очень интересная. Ну, ладно, скажем так, я думаю, что разыщем и обязательно озвучим. Прям такая серьезная. Лариса Ройтер: слушаю Шелеста, охватывает ужас понимания, что Украина стала обществом Шариковых, особенно его глава и окружение страшно. Шариков Зеленский, глава государства. Что будет? Страшно. Смотрите, страшно, но помните вот это все там, это про Россию говорили, кстати, в 22-м году, так где-то чуть-чуть 23-го, лягушку будут варить на медленном огне. Ну, Украина тоже такая же лягушка, зеленая, на Банковой. Жаба зеленая, которая уже в этой кастрюльке. Ну, сварят ее и съедят. Вот тут только вопрос: французы или там кому-то другому откинут, каким-нибудь там собакам, да, скормят. Или выбросят просто на помойку. Потому что варится котел этот, варится достаточно тяжело. Вика: Саша, с русской стороны не раз видела молитвы перед боем, значит,
крещение на передовой, а со стороны ВСУ таких кадров нет, там нет фронтовых священников. Есть фронтовые священники, капелланы. Я встречал информацию о том, что капелланы только Киевского патриархата и ПЦУ, ну это разное. Но потом меня поправили немножко, есть отдельное, ну, понятие капеллана, да, то есть вы написали фронтовой священник. Это есть в УПЦ, да. А вот именно понятие капеллан, просто их всех так назвали, всем модно. И греко-католики есть капелланы, есть вот это, эта составляющая есть. Она не выпячивается, потому что не за то война, поэтому не выпячивается. Ну, это мое личное мнение. Ну, с украинской стороны. Хотя это есть, показывают сюжеты, действительно есть, там люди молятся, там есть это все. Но с Украинской православной церкви по минимуму, да, вот присутствуют людей, окормляющих, так сказать, военных духовностью. Александр, пригласи Александра. Четвертое измерение из Иллинойса. Лина Вострила. Не знаю, кто такое четвертое измерение и Иллинойс. Не понял просто. Может, сейчас не понял, потом разберусь. Сейчас просто не об этом. Александр Шелест, Стефанка Червенкова. А ты рад, что ли, что Украину сварят? Нет. А кто говорит, что? Посмотрите, вот вы тоже очень интересно относитесь. Я предлагаю проектам «Шум» всем пошуметь, подумать над какими-то мыслями, даже там метафорами над какими-то вещами. Вот прям подумать. Это не означает, что кто-то чему-то рад, или кто-то от чего-то грустит, или кому-то что-то нравится, не нравится. Вам всем может нравиться или не нравиться. Кто-то напишет «я рад», кто-то напишет «Господи, это же ужас какой-то». Я вам просто этот пример привел в тех параллелях, когда на уровне детского сада, помните вот это, говоришь на меня, переводишь на себя. Вот в 22-м, 23-м мы говорили туда, а теперь это все теперь можно абсолютно наложить на себя. И когда Зеленский говорит, санкции в 26-м году сработают, надо что-то делать сейчас, он же, это цитата, которую я приводил сегодня в шуме, он же это делает, он же это говорит непосредственно, чтобы еще больше было давления. Вот так. Миша Королев, шум на высоте, спасибо большое. Значит, Шелест, почему ты выехал за пределы Украины? Смотрите, вопрос от Мики Кшалу, в общем, пользователь. Вопрос правильный, почему? Ну, потому что опасно. Законно, все, ничего не нарушал. Есть обстоятельства, которые мне позволяют это делать по закону, потому что опасно. Потому что вот вы там, вот, уехал. Ну, как бы был бы как Макс Назаров. Только за меня некому было собрать залог там, или все продав, даже все продав, такой залог я бы не собрал. Ну, слава богу, что там Макс дома, как бы, да, понятно, что там есть запреты, но тем не менее, да, этот путь проходить, вот или такой путь проходить, или принудительно мобилизованный, с порванным военным билетом, выписанным новым, липовой ВЛК, вперед на учебку, которая там еще, ну, это, конечно, ИПСО, мы не верим, может быть еще и чисто теоретически заминирована по периметру, чтобы никто не сбежал. Даже так может быть, да, в отдельных случаях. Поэтому, конечно, опасно. Ну, плюс 2 детей, как бы надо... Я считаю, что им еще нужен в этом отношении. Причем это не потому, что там воевать, не воевать за страну, патриот, не патриот. То есть Жека Кошевой же не идет воевать, он ролики записывает. Каждый же хочет быть Жекой Кошевым, правда? Но только в этой стране и высказываться то, что он думает, это стало уже там в определенный период очень тяжело. Ну, как бы, опять-таки, я не привык, вы знаете, я об этом рассказывал неоднократно, я не привык вот эти моменты рассусоливать с, там, вот, охота на меня, там, еще что, проблемы с властью. Проблемы вот эти, которые там остаются за кадром, зачастую, ну, все люди здравомыслящие на них не пиарятся, а пытаются решить. Они озвучиваются, когда есть уже, ну, конкретно это все опубличено там, государством, которое устраивает проблемы. До этого эти проблемы, ну, стараюсь, ну, такой
кодекс такой чести, что ли, журналистики. Вы же тут не потому, что там у кого-то проблемы, да? Ну, имеется в виду у меня. А вы здесь потому, что есть возможность пошуметь, обсудить, услышать, послушать, подумать. Вот ради этого. А это, оказывается, очень сложно. Ну, по крайней мере, да, вот в нашей стране. Под названием «Украина при Зеленском». Олала вопрос, будет ли еще Реутова на канале, спасибо. Ну, оказия будет, почему нет. Значит, Саша, вовремя слинять это искусство. Я не вовремя слинял, Эдуард, не-не-не, то есть не совсем вовремя. Поэтому я такой еще, так себе искусствовед в этом отношении. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на этом шуме. Обещал недолго, но все как всегда. Видите, как вот 99 минут, 100 минут мы в эфире. Я очень благодарен за то, что ставите лайки шуму. Я действительно благодарен за то, что пишете и даже в записи, откуда вы. И это действительно формируется такая общность людей неравнодушных. Всем доброй ночи или там некоторые пишут «доброе утро», потому что смотрят вообще в другой, скажем так, части света. Берегите себя и друг друга. Хорошо пошумели.